Всем привет! Вы на канале Дело мастера Боится. В этом видео я расскажу, как снять меловую побелку со стен, так, чтобы было меньше пыли. Существует мокрая и сухая очистка побелки. Мокрая используется при применении растворов, а сухая без воды просто скоблится стена. Иногда побелку можно смыть, если слой ее небольшой, но при этом на полу образуется большое количество мела, которое затем потом везде растягивается и тяжело его отмыть. Если пробовать чистить сухим способом, то видно, что он очищается очень плохо, так как здесь был уже не один слой и много остается между порами. Стена глиняная, поэтому она пористая и поры заполнены побелкой. Это нам не нужно, потому что в дальнейшем мы будем стену штукатурить. При этом пыль падает довольно мелкая, легко разлетается и создает грязь. Для того, чтобы быстро счистить побелку с минимальным количеством энергии и времени, воспользуемся обычной содой и моющим средством для посуды. Можно использовать обычное хозяйственное мыло. Берем 10 литров водопроводной теплой воды, наливаем в нее 3 столовые ложки моющего средства или протертого жидкого мыла. Затем берем обычную пищевую соду и насыпаем 5 столовых ложек в эту же воду. И хорошо все перемешиваем до растворения соды. Такой раствор даст хорошую впитываемость стены и вздувание побелки, потому что жидкое мыло улучшает ее проникновение в поры за счет уменьшения натяжения воды, а сода дает щелочную реакцию, от чего побелка вспучивается. Затем берем обычную большую кисть, валик или же опрыскиватель садовый и наносим этот раствор на побеленные стены. И наносим раствор равномерным слоем по всем стенам, так чтобы они хорошо пропитались. Теперь осталось подождать примерно 5 минут, и после впитывания раствора в побелку можно ее снимать. Затем берем жесткий длинный шпатель и начинаем равномерными движениями соскабливать побелку. Помимо такого обычного шпателя есть специальный для снятия побелки. От него вся побелка падает в специальное корыто, но принцип работы у них одинаковый. Снимать побелку желательно небольшими квадратами, примерно 2 на 3 метра. Обрабатывайте этот участок и переходите к другому. Пока раскисает этот, мы снимаем. Если же на некоторых участках стены побелка плохо очищается или же плохо промок внутренний слой побелки, то необходимо еще одним слоем пройтись
раствором и после отмачивания в течение 5 минут продолжить работу. В процессе работы очищайте острие шпателя для того, чтобы он хорошо связал побелку. Вот такая получилась очищенная стена. Есть небольшие пропущенные места, но это не критично, потому что стена имеет хорошую адгезию, неровная, и сюда хорошо прилипнет штукатурка. Если вы хотите сделать большую очистку, то необходимо еще раз ее смочить и пройтись именно по этим местам, которые не были очищены. Можно привлекать помощников к работе. Так работа будет идти намного быстрее. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как снять старую побелку со стен с помощью самодельного раствора. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!